Сенсационное открытие 2025 года, вызвавшее огромный резонанс в научной среде. В марте группа исследователей заявила, что обнаружила под пирамидой Хефрена систему вертикальных шахт. Позже они сообщили об аналогичных структурах под другими пирамидами и даже под Большим сфинксом. Ученые утверждают, что нашли 8 вертикальных шахт цилиндрической формы, каждая из которых имеет винтовую лестницу или центральную колонну, закрученную в спиральные витки. На глубине примерно 600-700 метров шахты упираются в 2 квадратных помещения со сторонами 80 метров, а под ними есть еще более глубокое сооружение, возможно, уходящее глубже километра. В итоге в прессе находку окрестили огромным подземным городом. Об этом и еще многом другом в сегодняшнем видео. Пирамида Хеопса весит 6 миллионов тонн. Если разделить ее на блоки и поставить в ряд, получится стена от Москвы до Парижа, а построили ее за 20 лет без техники. В 1993 году робот нашел в пирамиде Хеопса закрытую дверь. За ней вторая дверь. А что находится дальше, до сих пор скрывают. Я расскажу, что нашли ученые. Самым древним и единственно сохранившимся из 7 чудес света является Великая пирамида в Гизе. Пирамида находится на западном берегу Нила в некрополе города Гизы и представляет собой комплекс древних памятников, которые во времена египетских фараонов были частью древнего города Мемфис. Сегодня это часть Большого Каира. По своей монументальности и отделке она превосходит все остальные пирамиды, построенные на территории Египта. Большинство египтологов считают, что пирамида была возведена примерно в 2650 году до нашей эры и являлась гробницей египетского фараона Хуфу, то есть Хеопса. Она является древнейшей и самой большой из 3 пирамид некрополя города Гизы. К юго-западу от нее находится меньшая по размеру пирамида, построенная одним из сыновей Хуфу, фараоном Хефреном. Считается, что Великий сфинкс, расположенный к западу от пирамиды, тоже был высечен по приказу этого фараона. Следуя на юго-запад, можно увидеть пирамиду еще меньших размеров. Она была построена для сына и наследника Менкаура. Высота Великой пирамиды сегодня составляет 137 метров. Ее площадь 750 квадратных футов. 230 на 230 метров. И долгое время именно она являлась самым высоким строением на планете. Лишь в период 12-14 веков в Англии был построен Линкольнский кафедральный собор высотой 524 фута. Облицовка древней пирамиды из белого известняка не сохранилась, так же как и покрытие золотом вершины памятника. Грани огромной пирамиды четко ориентированы на 4 стороны света с точностью до 3 минут. Это точнее, чем большинство современных зданий. Как египтяне 4500 лет назад смогли так точно сориентировать сооружение в 137 метров? Для строительства этого колоссального сооружения было использовано более 2 миллионов каменных блоков, каждый весом более 2 тонн. Было подсчитано, что Великая пирамида занимает территорию, равную площади собора Святого Петра в Риме, Флорентийского и Миланского соборов, Вестминстерского аббатства и собора Святого Павла в Лондоне вместе взятых. Вход в пирамиду находится с северной стороны. Внутри сооружения есть 3 камеры, нисходящие и восходящие коридоры. Самая нижняя, незаконченная камера врезается в основание пирамиды, уходя под землю. Египтологи считают, что изначально она строилась как погребальная камера для царя Хуфу. Однако он, видимо, решил выстроить в пирамиде другую усыпальницу, расположенную выше. Центральная камера Великой пирамиды известна как камера царицы, так ее по ошибке прозвали арабы. Это самая маленькая камера. Камера расположена как раз по центру между северной и южной стороной пирамиды. Незаконченный пол в камере царицы наводит на мысль о том, что по каким-то причинам строительство в этом помещении было прервано. В середине пирамиды расположена камера царя.
полностью выполненная из гранита. Около западной стены погребальной камеры находится царский саркофаг, в котором когда-то могло лежать тело Хуфу, хотя до сих пор этому нет доказательств, как и тому, что здесь вообще когда-то было захоронение. Саркофаг выдолблен из цельного куска красного ассуанского гранита. Он на 2,5 сантиметра шире входа в камеру царя, из чего следует, что вначале здесь установили саркофаг, а затем обустроили камеру. Говорят, что в 90-х годах 18 века. Наполеон в одиночестве провел в камере царя ужаснейшую ночь. А в 30-х годах уже 20 века этот подвиг повторил британский оккультист Брайтон. Другой важной частью внутренней планировки Великой пирамиды является большая галерея. Она была построена как продолжение восходящего коридора. Это великолепное архитектурное сооружение с искусно выполненным ступенчатым сводом из череды выемок в отполированных известняковых стенах. Но наибольшей загадкой и уникальной особенностью Великой пирамиды являются ее удивительные шахты. Две из них выходят из камеры царя и царицы и поднимаются под наклоном на поверхность. Предполагают, что это были вентиляционные каналы, хотя современные исследователи уверены, что эти узкие проходы могли иметь и религиозное назначение, поскольку удалось установить, что шахты строились с учетом положения астрономических тел. Вероятнее всего, это было связано с верованиями египтян о богах и душах мертвых, живущих в звездном небе. Проведенные уже в наше время археологические раскопки на плато Гизы помогают отчасти пролить свет на вопрос о том, как же в действительности построили Великую пирамиду. В 1990 году исследования, проводимые генеральным секретарем службы древностей Египта Захи Хавасом, позволили обнаружить недалеко от пирамиды Гизы захоронения строителей пирамиды. В найденных гробницах располагались саркофаги с телами. Скорее всего, это были могилы надсмотрщиков над строителями пирамид. Через несколько лет недалеко от этих захоронений началось картографирование плато Гизы под руководством Марка Лехнера. В результате было обнаружено большое поселение на 20 тысяч человек, датируемое 2500 годом до нашей эры, которое представляло собой своего рода рабочие поселки с бараками, вмещавшими до 2000 рабочих каждый. Также исследователи обнаружили конскую упряжь и утварь. Одной из самых больших загадок Великой пирамиды является вопрос о проектировании и возведении столь грандиозного сооружения. Каким образом огромные каменные блоки, некоторые весом более 40 тонн, доставлялись на место строительства, поднимались и так аккуратно устанавливались. Зная тот факт, что некоторые камни были привезены из Асуан. к югу от Гизы. По мнению египтологов, Великая пирамида строилась около 23 лет и была завершена примерно в 2560 году до нашей эры. Однако ключи к разгадке есть. О методах строительства поведали рельефные рисунки на гробнице чиновника Ти из Сакиры времен 4 династии. На ней изображена группа рабочих, которые для установки огромных обелисков и статуй используют веревки и сани. И это значит, что транспортировка камней, как бы далеко они ни находились, была не такой уж сложной проблемой, если предположить, что блоки сплавляли в Гизу по водам Нила. Для подъема и установки камней, по мнению египтологов, на наклонных плоскостях строились рампы из осадочных пород обломков, блоков и валунов. Египтолог Марк Лехнер выдвинул гипотезу, что для этих целей использовалась спиральная рампа. Она начиналась в каменном карьере, расположенном неподалеку, к юго-востоку от пирамиды, а затем витками шла вокруг пирамиды. Именно по ней блоки затягивали на санях на нужную высоту. Остатки таких рамп также были обнаружены у пирамиды Синки в Южном Абидосе и пирамиды Секхемхета в Саккаре. Однако не следует забывать, что для строительства такой пирамиды необходима была рампа очень больших размеров, и ее создание было не менее сложной задачей, чем само строительство. Не так давно возникла теория, в основу которой легли надписи, высеченные на огромных блоках, используемых при строительстве Великой пирамиды. В них указывалась цитата «этой стороной вверх». Исследователи полагали, что данная инструкция не имела бы смысла, если бы прямоугольные каменные блоки просто тянули по рампам. Предположенная ими инженерная теория сводилась к тому, что камни в буквальном смысле закатывались по рампам на пирамиду с помощью специально для этого созданных деревянных устройств, напоминающих цельнокатное колесо. Поскольку среди надписей на стенах внутри пирамиды практически нет официальных текстов, многие современные исследователи ставят под сомнение общепринятую
продвинутую версию о том, что это действительно гробница для царя Хуфу. Но даже найденные надписи внутри памятника усиливают доводы сторонников традиционных теорий. Впрочем, есть и альтернативные. Тексты на камнях были найдены в 5 разгрузочных камерах, расположенных над камерой царя. Проход к ним затруднен, поэтому вряд ли надписи были сделаны после установки камней. Фрагмент одной очень важной наскальной надписи гласит в переводе: 17-й год правления Хуфу. Текст другой гласит: сторонники Хуфу. Эти слова указывают на связь между Хуфу и строительством пирамиды, лишь подтверждая, что пирамида построена при фараонах 4-й династии. Но, наверное, самой известной из выдвинутых версий является гипотеза писателя Роберта Бауэлла, который считает, что 3 главные пирамиды Гизы представляют собой карту звездного неба и соответствуют 3 звездам пояса Ориона, составляя вместе с Нилом наземное отражение Млечного Пути. Совпадение? Возможно, но точность поразительная. Некоторые исследователи считают, что пирамида – это древний резонатор или генератор энергии. Доказательств нет, но и опровержений тоже. Другие авторы, например, видели в Великой пирамиде храм посвящения, так называла пирамиды Блаватская и многие другие теософы, или наследие сверхрасы, прибывшей из исчезнувшей Атлантиды. Последняя версия, кстати, была предложена уже в 20 веке медиумом Эдгаром Кейсом. Согласно его предположению, архивы цивилизации атлантов будут найдены под сфинксом или внутри Великой пирамиды. Да и вообще мысль о существовании скрытых камер с несметными богатствами, сравнимыми с сокровищами Тутанхамона или с собранием папирусов, хранивших древние знания, она получила огромную популярность. В 1993 году впервые южную шахту, ведущую с камеры царицы, исследовали с помощью миниатюрного дистанционно управляемого робота, оснащенного видеокамерой. Его создал немецкий инженер-робототехник Рудольф Гантенбринг. Этот робот поднялся по шахте на расстояние 113 футов, где его путь преградила маленькая известняковая дверь с медной ручкой. 2002 год. National Geographic финансирует новую экспедицию. В двери просверливают маленькое отверстие и запускают камеру. И что они видят внутри? Вторую дверь. 2011 год. Робот добирается до второй двери, запускают эндоскоп и видят красные иероглифы на полу за дверью. Эти знаки до сих пор не расшифрованы. А что за второй дверью, мы не знаем. В 2004-м 2 французских египтолога-любителя заявили, что нашли в Великой пирамиде под камерой царицы ранее неизвестную камеру. Они провели анализ с помощью радиолокатора, волны которого способны проникать сквозь слои грунта, и выдвинули предположение, что именно эта камера является могилой царя Хуфу. Однако представитель Высшего совета службы Древнего Египта Захи Хабас безапелляционно отверг их просьбу о проведении раскопок. В 2017 году под сфинксом действительно нашли пустоты, которые до сих пор не исследованы. В марте 2025 года произошла сенсация. Шотландские ученые заявили, что нашли 8 вертикальных шахт цилиндрической формы. На глубине 600 метров шахты, по словам команды, упираются в 2 помещения со сторонами по 80 метров. И под ними, якобы, исследователи увидели еще более глубокое сооружение. Для сканирования они применяли самые современные технологии и использовали в том числе сейсмические данные и другие сигналы. Египетские власти пока скептически относятся к этой находке, но команда не сдается. Они направили египетским властям предложение о физических исследованиях, то есть проведению раскопок, чтобы подтвердить или же опровергнуть свои гипотезы. Ведь когда 4500 лет назад египтяне строили это огромное, сложное по структуре, величественное сооружение, они преследовали удивительную цель. Древние люди задумали воздвинуть загадку в камне, символ непостижимости тайн жизни и смерти, и, надо сказать, они добились в этом поразительных успехов.